Для того, чтобы сшить тело, нам нужно будет сшить 12 деталей. Вот это вот одна часть спины, это одна часть живота. Вот я уже сшила. Это деталь живота, это деталь спины. Первым делом нужно зашить вот эти выточки, а потом аккуратно сшить вот эти вот 3 детали между собой. И вот эти 3 детали тоже между собой. Все 4 части у меня готовы. И прежде чем сшивать их между собой, я хочу вот здесь вытащить ворс из шва. Сначала я детали сошью по боковому шву. Напоминаю, боковой шов — это там, где вот эти выточки. Белые детали я сшиваю белой ниткой, а вот здесь черную деталь нужно будет уже сшить черной ниткой. Совмещаю детали. Должны они совпасть вот здесь, где белая деталь переходит в черную, обязательно совпадение должно быть. И вот в этом месте внизу тоже 2 точки должны совпасть. Все, сшиваем. Вот такие 2 половинки получились. Сейчас я их сошью между собой. Вкладываю одну деталь в другую. И начну я сшивать со спины. Вот здесь на спине есть вот такая отметка. Есть верхняя и есть нижняя. Они показывают место, которое зашивать не будем. И вот сейчас вот от этой отметки я вот так пойду вверх до вот этой точки. Тело полностью готово. Я сейчас обрежу все излишки ткани. Но единственное, что хочу сказать, вот здесь не нужно обрезать. Пусть столько и останется. Ну и вот здесь, где черная не зашита, вот эту ткань всю оставляем. Остальное все обрезаем. Все лишнее я обрезала. Теперь я разогрею утюг и пройдусь горячим утюгом по всем вот этим синим линиям. Я хочу их убрать до того, как выверну. Все линии разметки ушли. Но прежде чем выворачивать, я бы посоветовала сделать
вот такую вещь. Загнуть вот здесь ткань, припуск, где отверстие для выворачивания. И вот просто крупными стежками прошить. Вот теперь деталь можно выворачивать. Ну что, осталось только собрать панду и набить тело. У меня два диска по 15 миллиметров, это для верхних лап, и 3 диска по 18 миллиметров, 2 для нижних лап и 1 для головы. И вот такие круглогубцы. Сначала я установлю нижние лапы. Лапа должна быть прикручена очень плотно, тогда она будет и лучше к телу прилегать, и со временем не разболтается сильно. Ставлю вторую лапу. И теперь голова. Нахожу точку, где соединяются все 4 детали. Делаю отверстие в самой середине.
я бы еще подтянула бы шплинт, чтобы голова поплотнее была. Вот, теперь хорошо. И верхние лапы. Тело панды можно набивать уже любым наполнителем, и синтепоном, и крупной стружкой, и вот такими мелкими опилками. У этой панды внутри крупная стружка, поэтому у нее такое тело подвижное, мягкое. А эту панду я сейчас набью вот такими мелкими опилками. В свои игрушки я добавляю вот такой вот металлический гранулят, чтобы они такие были немножко потяжелее. Для этого мне пригодится воронка. Тело я набиваю не так плотно, как голову и лапки, но некоторые места нужно набить прямо хорошо. Это вот в области, где шеи, верхних лап и вот здесь, где лапы к туловищу прилегают. Я думаю, что хватит. Не надо больше набивать. Сейчас я зашью отверстие.
Панда готова. Вот такая вот она получилась. И сейчас я хочу еще показать несколько приемов в оформлении игрушки, которые придадут ей такой вот уже более завершенный, окончательный образ.